Вас приветствует Таня Виттори. Тема сегодняшнего занятия – существительные предложного падежа. Предложный падеж существительных. Вопросы: ком, чём, о ком, о чём, в ком, в чём, на ком, на чём. Употребляется с предлогами о, об, в, во, на. Например, говорить о погоде, думать об отпуске, купаться в реке, играть во дворе, сидеть на диване. Существительные мужского рода в предложном падеже. Именительный падеж: кто, что, стол, Андрей, словарь, сценарий. Предложный падеж: ком, чём, столе, Андрея, словаре, сценарии. Стол, мужской род: на столе. Цветы стоят на столе. Они очень красивые. Существительные женского рода в предложном падеже. Именительный падеж: мама, Катя, галерея, аудитория, тетрадь. Предложный падеж: ком, чём, маме, Кате, галерее, аудитории, тетради. Мама, женский род: о маме. Дочь думает о маме. Мама – самый родной и близкий для нее человек. Существительные среднего рода в предложном падеже. Именительный падеж: кто, что, окно, море, здание. Предложный падеж: ком, чём, окне, море, здании. Окно, средний род: в окне. Двор, мужской род: во дворе. Антон видит двор в окне. Во дворе сейчас нет детей. Существительные множественного числа в предложном падеже. Именительный падеж: кто, что, студенты, мамы, писатели, тетради. Предложный падеж: ком, чём, студентах, мамах, писателях, тетрадях. Игрушки, множественное число: об игрушках.
Я говорю об игрушках. Их надо сложить в коробку. Существительные множественного числа в предложном падеже. После г, к, х, ж, ш, ч, щ прибавляем ах. В других случаях прибавляем х. Именительный падеж. Студентки, друзья, дома, окна, моря. Предложный падеж. Студентках, друзьях, домах, окнах, морях. Запомните существительные матери, дочери. В предложном падеже матерях, дочерях. Глагол плюс существительное в предложном падеже. Говорить о чем? О жизни. Писать о чем? О природе. Читать о ком? О царе. Думать о ком? О девушке. Мечтать о чем? О любви. Спорить о чем? О политике. Спрашивать о ком? О Петре. О ком ты говоришь? Я говорю о Маше. На чем ты сидишь? Я сижу на стуле. В чем ходят на работу? На работу ходят в костюме. Значение предложного падежа. Где? Где ты живешь? В России. Где работает Антон? В министерстве. Где ты сейчас? Я сейчас на море. Где ключи? Ключи в сумке. Где лежит книга? На столе. Где твоя машина? В гараже. Где ты живешь? Я живу в Америке. Где вы находитесь? Мы сейчас в парке. Где твой друг? Он на работе. Значение предложного падежа. Где? Именительный падеж. Что? Предложный падеж. Где? Шкаф. В шкафу. Лес. В лесу. Сад. В саду. Аэропорт. В аэропорту. Мост. На мосту. Берег. На берегу. Год. В году. Ряд. В ряду. Угол. В углу. Вот шкаф. Моя одежда висит в шкафу. Это лес.
Грибы растут в лесу возле нашей дачи. Это сад. В саду очень красиво весной. Это аэропорт. В аэропорту Шереметьево обычно много людей. Волга – самая большая река в Европе. Это берег Волги. Летом на берегу Волги очень красиво. Задание. Поставьте слова в предложный падеж. Например, о чем этот фильм? Этот фильм о герое. О чем вы спорите? О ком ты думаешь? О ком он спрашивает? О чем ты пишешь? О чем она мечтает? Ответы на задание. О чем вы спорите? Мы спорим о поездке. О ком ты думаешь? Я думаю о сыне. О ком он спрашивает? Он спрашивает о друге. О чем ты пишешь? Я пишу о путешествии. О чем она мечтает? Она мечтает о карьере. Задание. Поставьте подходящие по смыслу слова в предложный падеж. Я не люблю говорить. Вы часто думаете. Мы всегда помним. Он интересно пишет. Она читает книгу. Она мечтает. Он спрашивает. Ответы на задание. Я не люблю говорить о политике. Вы часто думаете о жизни? Мы всегда помним о родителях. Он интересно пишет о море. Она читает книгу о стране. Она мечтает о празднике. Он спрашивает о природе, о погоде? Нет.